Друзья, приветствую вас! Дневной обзор. Давайте рассмотрим, что происходит на рынках. Сегодня тишь де блажь. В Америке День президента. Как я обращал ранее ваше внимание, в Китае там тоже Новый год, плавно переходящий в праздник весны. В связи с этим мы имеем такую некую консолидацию. Но на самом деле это не совсем консолидация. Тут, видимо, сочетание факторов, которые приводят к тому, что неудержимый рост на рынках, казалось бы, такой противоестественный, но тем не менее он продолжается и никак не может остановиться. Так, друзья, давайте вернемся на секундочку к телеграм-каналу по поводу тех новостей, событий, которые я постил. На выходных я делал обзор по СОТ SFTC и по позициям на форте ММВБ. Я там оговорился по поводу Норникеля. Спасибо слушателю, который внимательно слушает. Я, соответственно, внес исправление. Действительно, по Норникелю была такая ситуация, что он сегодня с утра должен был уйти сильно наверх, что он успешно, собственно говоря, и сделал. Так, давайте перейдем к графикам. Начнем мы с Baltic Dry, стоимость морского фрахта. Соответственно, стоимость морского фрахта благополучно развернулась, то есть вот это движение в опасную зону, оно не произошло. И теперь мы ожидаем в ближайшее время поход на 1400 и закрепление выше этого значения. Если такового в обозримом будущем неделя, 2-3, месяц не происходит, то весьма вероятно, что движение будет вот сюда, в этот диапазон, ну а дальше будет раскручивание сценария в стиле март 2020 года. Так, ну вот китайский индекс CSI 300 проверяем, смотрим. Действительно, вот 10 февраля последняя свечка, которая практически ушла очень высоко наверх. Вот, и после этого никаких движений нету. Как только они напразднуются, посмотрим, к чему это приведет. Так, далее DAX, немецкий фондовый индекс, он сегодня открылся с гэпом. Но на самом деле текущая ситуация, она предрасполагает к тому, чтобы оптимизм, он, как минимум, на рынках удерживался. Почему? Во-первых, идет снижение новых случаев по ковиду. И действительно, это может превратиться в устойчивую тенденцию, если только в марте, когда начнется весна, не пойдет повторный рост. Вот. Но на текущий момент тренд по новым заболеваниям коронавируса падающий, и, соответственно, это один из факторов, который стимулирует продолжение оптимизма на фондовых рынках. Так, друзья, давайте вот на секундочку по поводу криптовалют. Вот я эфиром очень плотно интересовался, эфириумом, и сейчас продолжаю интересоваться во всех смыслах этого выражения. Вот. Я обращал ваше внимание, что это, в общем-то, лидер, который пойдет вслед за биткоином и будет расти. Вот. Ну и сейчас на текущий момент идет коррекционный откат. Вот. И если оптимизм на рынках не иссякает, мы не видим повторения в ближайшее время событий, которые были в марте 2020 года, то я считаю, что по эфириуму еще потенциал для движения вверх, очень хороший потенциал, он сохраняется. Так, далее американский индекс S&P 500. Он сегодня торгуется, это SFD на фьючерс. SFD они крутятся непрерывно. Вот, соответственно, что мы здесь видим? Продолжается неудержимый рост. Коронавирус отступает, денежки печатают, все вроде бы хорошо, безмятежно, и поэтому каждый день, практически каждый день покоряется новый максимум. Так, далее VIX. По VIX у меня котировочка, она не привязана к SFD, это TVC так называемая. На сегодня по ней информации нету, но мы с вами можем видеть, что в пятницу произошло движение, немножко 19,5-19 не пробили, но фактически VIX лежит на локальном дне. То есть такая ситуация, она указывает на то, что еще немножко, если будет пробитие ключевого значения 19,5, VIX провалится и идет в область, которая крутится вокруг 17-17,4. Соответственно, если такое движение все-таки произойдет, то это будет говорить о том, что в рынке еще вдохнули новую силу для роста. Вот. Но я пока не делал бы ставку на VIX, на его дальнейшее снижение. Почему?
Ситуация достаточно неустойчивая, несмотря ни на что, несмотря на то, что позитив в последнее время преобладает. Это позитив на самых-самых хаях бесконечных, бескрайних. Вот. А когда рынки находятся на хаях, в это время наиболее целесообразный выход — это рост волатильности. И если даже не падение, то достаточно ощутимые резкие движения вверх-вниз, проторговки, консолидации. Вот. Соответственно, это все связано с ростом волатильности. И поэтому вот сейчас такое движение, оно, конечно, прекрасно для рынков. Но вот что-то мне подсказывает, что в любой момент мы можем вот такой шип повторно получить или даже более сильный. Так, друзья, далее индекс доллара. По индексу доллара, по сути, сейчас развивается сценарий, который связан с тем, что он находится в расширенной проторговке. Такую ситуацию, по-моему, 2 года назад мы наблюдали уже. Вот. Здесь текущий сценарий — это еще в течение месяца нахождения вот в этом колебательном диапазоне 89,6, 91,5. И после этого, на самом деле, посмотрим, как будет обстоять дела в Европе и в США, потому что здесь ключевой все-таки критерий — это кто быстрее оправится от кризиса. Вот. Но на текущий момент быстрее всего от кризиса, скорее всего, отправится США. На это есть ряд причин очень существенных. Вот. Есть еще, конечно, Китай, который локомотив мировой экономики, но с Китаем не все так просто и не все так однозначно. Так, друзья, далее нефть — это бренд, часовой таймфрейм. Смотрите, здесь идет сочетание ряда факторов. Кто-то говорит, что начался новый сырьевой суперцикл. Возможно, в этом есть доля истины, но здесь надо четко понимать, что особенность вообще временного континуума развития событий заключается в том, что никогда не повторяются те события, которые были ранее. Во многом технический анализ построен на поисках закономерностей, которые ранее наблюдались и которые пытаются наложить на то, что будет в будущем. Это касается абсолютно любого инструмента: графические фигуры, волны, свечи. Про индикаторы я вообще даже не говорю. Вот. Здесь ситуация заключается в том, что каждый раз повторяется, но с новой изюминкой. То есть не бывает абсолютно типовых ситуаций, и поэтому говорить о том, что начался сырьевой суперцикл, я не знаю, может быть, он и начался. Но дело в том, что вопрос в том, какая была денежная масса в тот момент, когда были предыдущие начала сырьевых циклов, сколько было избыточных денег и как это соотносилось с реальной экономикой. Вот это вопрос очень важный, потому что когда рассматривается черный ящик, он как работает? То есть это построение любой модели, которая приводит к принятию решений. Вы что-то вводите и на выходе получаете ответ: делать так или не делать так. Но вот это введение данных и получение ответа, оно предусматривает фундаментально одни и те же условия вводные. То есть если там что-то меняется, какие-то фундаментальные изменения происходят, например, дико упал спрос на уголь, когда произошла смена технологического уклада, что было там в 19 веке. Или, предположим, увеличилась денежная масса по отношению к реальной экономике, то, что произошло сейчас, то все эти закономерности, так называемые сырьевые циклы и так далее, они могут, они, конечно, будут как-то работать, но они будут работать, возможно, немножко не так, как это отложилось в сознании у людей. Простой пример. В марте никогда не было кризисов. В 2020 году получили кризис в марте. Так, но это все лирика. То, что касается нефти. На текущий момент у нас стоит вопрос удержания диапазона 63-62,5. Вот этого диапазона. Если мы его не пробиваем, и тем паче, если не прокалываем 63, то здесь по факту набора позиций отсюда пойдет следующее движение, цель которого будет сначала сходить на 63,6 и потом потестить и пробить 63,8. Это может произойти уже сегодня, но обращаю ваше внимание, нефть очень вариабельный актив. Вот, и поэтому в такие дни, когда тонкий лед,
когда в Америке праздник, в Китае праздник. Мне кажется, лучше от этого инструмента, ну, лучше с ним не иметь дела, подождать, когда откроется хотя бы Америка. Вот, потому что, несмотря на повышенное внимание со стороны регулирующих органов, я думаю, уже прецедентов было достаточно. Все-таки я считаю, что излишний риск, его лучше избегать. То есть те события, которые они непрогнозируемо возникают. А когда в таком расторгованном инструменте, в силу того, что минимизирована активность на других площадках, могут быть резкие движения, я думаю, лучше ее сегодня лучше не трогать. Но текущий формат указывает на то, что вероятно все-таки повторное движение сюда и тестирование 63,8. Опять же, это произойдет, если не будет взят вот этот диапазон. Если он берется, если прокалывается 63, потом пробивается вот весь этот диапазон, то мы по нефти вполне вероятно получаем корректирующий откат, цель которого первые 62, 61,9, 62, вот сюда вот. Но пока больше факторов указывает на движение в рамках консолидации на хае, отбой вот сейчас от нижней границы и попытка перебить вот этот ров, который здесь ранее возник. Так, друзья, далее золото. Соответственно, что у нас по золоту? Часовой таймфрейм. Здесь соты вышли дни-айц по золоту. Они указывают на то, что золото будет проседать, ну или как минимум будет где-то вот в этом диапазоне болтаться. Вот. Но здесь на что хотел бы обратить внимание. Конечно, да, с такой ситуацией на рынке, которая сейчас возникла, для золота наиболее приемлем вот этот диапазон, который 1814-1821. Вот здесь вот. Но в том случае, если по золоту на этой неделе мы не пробиваем 1812-1807, вот этот вот сильный диапазон, где облако вероятности указывает на то, что, скорее всего, отсюда котировка будет выталкиваться и попытается сходить к верхней границе вот этой поджатой консолидации, а здесь верхняя граница у нас находится на 1827. Вот, поэтому по золоту мне видится сейчас нахождение вот в этом диапазоне, в который мы на сегодня пришли, это 1814,5, 1820. И вот если мы сегодня все-таки пробьем 1820, будет либо короткое, либо планомерное движение, цель которого будет 1827. То, что сегодня в Америке день президента, наверное, как бы все-таки с большей степенью вероятности будет боковик 1815-1821. Вот здесь вот. Пока как бы никаких драйверов для выхода из этого боковика я сейчас не наблюдаю. Так, друзья, ну и вот природный газ. Зима местами выдалась очень холодная, котировки по газу скаканули. Ну и, соответственно, для Газпрома это плюс 10 к нападению, плюс 1 к морали. Так, друзья, далее евро-доллар. Вот сейчас достаточно интересная ситуация по нему возникла. Это 4-часовой таймфрейм. Здесь у нас идет, по сути, борьба за пробитие уровня 1,2153. Вот как только этот уровень пробивается и здесь начинается консолидация над ним, то весьма вероятно мы отсюда получаем развитие движения. Первая цель этого движения будет сходить на 1,2195, вот сюда вот. И вторая цель 1,2292, вот здесь вот. Вот. В каком случае это движение не произойдет? Оно не произойдет в том случае, если сейчас в результате коррекционного отката возможного будет пробитие 1,2077. Здесь проходит определенный уровень, пробитие которого весьма вероятно вызовет движение сначала 1,2042 и потом тестирование значения 1,941. Вот сюда, вот к этому значению. Пока текущий формат указывает на то, что консолидируется в этом диапазоне, и на текущий момент, вот ближайшие часы, это пробитие 1,2153. Вот если оно возникает, сразу идет импульс движения наверх. Если здесь мы сейчас пробитие не получаем, то мы продолжаем движение вот в этом колебательном диапазоне.
Так, ну и далее рубль-доллар, USD Tomorrow, дневной таймфрейм. Но здесь как бы нефть, поскольку растет, и уже как бы 63 под вопросом закрепления и дальнейшее движение наверх, соответственно, для рубля это позитив, особенно по отношению к доллару. Но смотрите, вот здесь ключевые уровни, которые при таком движении должны были быть пробиты, в частности 73.10, 73.12. Этот уровень не пробит. Соответственно, это говорит о том, что особого потенциала-то для укрепления рубля нету. Укрепляется он через силу. При такой нефти он уже по-хорошему должен уйти, ну хотя бы на 72.15. Вот куда-то сюда. Но такого не происходит. Здесь кто-то скажет, что это геополитические риски, там ситуация с Навальным. Но я могу со своей точки зрения добавить, что вот эти геополитические риски, они на самом деле имеют фундаментальную причину, которая заключается в экономике РФ, в ее состоянии. Потому как восстановление экономики и, скажем так, прихождение в нормальное состояние, оно происходит тогда, когда есть механизмы создания прибавочной стоимости. Если экономика сырьевая, то даже вот когда отскакивает сырье, то есть нефть сейчас отскочила, хотя объемы продаж не восстановились, вот, и поэтому приток валюты меньше, чем был ранее, но сами механизмы создания прибавочной стоимости, за счет чего, собственно говоря, и формируется уровень жизни, реальный ВВП, то есть здесь вот с этим есть очень большие сложности. И поэтому надо понимать, что здесь именно в том, что этот механизм, он находился, скажем так, в пикирующем состоянии, и по факту пандемии он, в общем-то, еще в большей степени пришел в диссонанс. И поэтому ситуация, она такая достаточно непростая. Так, друзья, ну вот переходя на 4-часовик, у нас сейчас получается консолидация в диапазоне 73.48, даже 73.5 возьмем для ровного счета. И, соответственно, нижняя граница это 73.10, 73.15. Вот. Нефть сейчас вроде бы будет делать повторный заход на пробитие локального максимума. Соответственно, в такой ситуации мы сейчас вот здесь должны получить отбитие и движение в рамках этой проторговки на 73.22. Давайте мы на более коротком таймфрейме посмотрим, что там творится. Так, ну вот перешли на 15 минутку. Здесь она наиболее показательна в данной ситуации с моей точки зрения. Здесь у нас сейчас вопрос в закреплении в диапазоне, который находится от 73.3 до 73.4. Если мы вот из этого диапазона в ближайшее время не уйдем, то у нас весьма вероятно сегодня будет тестирование и пробой 73.45, 73.5. Если такое произойдет, будет либо короткий задерг на 73.7 вот сюда вот, либо планомерное движение. Пока как бы с учетом того факта, что нефть начала расти, если она продолжает повторный заход, то здесь наиболее вероятный сценарий это либо коротенькая проторговка в этом диапазоне, либо отбой от 73.4 и соответственно движение отсюда на 73.2, возможно даже на 73.15. Это наиболее вероятный сценарий. Отбой от 73.4, либо коротенькая проторговочка и движение вот сюда вот на 73.23. Вот. Если все-таки пойдет движение наверх и будет пробитие 73.5, то мы получаем импульс, который поведет вот сюда вот на 73.7, ближайшая цель. Так, друзья, далее фьючерс на индекс РТС. Но смотрите, здесь у нас цель, которая была вверху 150 880, она пока не сделана. Здесь у нас разворотная формация. И вот эта разворотная формация сейчас 13.57 по Москве. Если в ближайший час вот эта разворотная формация не сломается, если она все-таки пробьет 148 тысяч, то в этой ситуации мы получим сейчас коррекционный откат, цель движения которого первая 146 500. Если ниже этого значения мы не идем, либо коротенький прокол, либо здесь консолидация, то отсюда возникает отбой и повторное движение, цель его будет 150 тысяч. Так, друзья, далее акции Сбербанк. Ну, смотрите, по Сбербанку мы немножко не допадали.
То есть здесь должно было быть движение на 256 хотя бы, но этого движения не произошло. С одной стороны, это говорит о том, что бумагу выкупают, с другой стороны, значит, оно дно не потрогало. Когда дно не трогается, как правило, и взлетной силы меньше. Вот, сейчас на текущий момент ушел в этот диапазон 267-272. И в том случае, если не будет повторного пробития 265,5, здесь уже был 268,5, немножко сместился, то в этой ситуации мы закрепимся. Вот здесь вот 272, 267,5, и отсюда при пробое верхнего значения 273,5 мы получим движение возврат на 282. Вот то, что в пятницу произошло, здесь указывает на то, что, в общем-то, кардинальные изменения, все откупили, и оно сейчас начинает двигаться наверх опять. Так, ну и вот часовой таймфрейм, здесь у нас проторговочка наверху. Соответственно, если мы не пробиваем 265,5, вот это значение, то у нас текущая ситуация, она приводит к дальнейшему росту. И дальнейший рост — это цель движения 272, вот сюда вот. Как только закрепляется в этом диапазоне, следующая цель 282. Ну, здесь можно говорить только о спекуляции, говорить о том, что в текущих реалиях будет какой-то обоснованный фундаментальный рост, я думаю, этого делать не следует. Так, друзья, далее Газпром. Ну, смотрите, Газпром заперт. Верхняя граница 232, нижняя граница 220. Сейчас на фоне роста цен на газ потрогали верхнюю границу. Вопрос в том, когда будет пробит диапазон 230-231,5. Как только он пробивается, цель движения в районе 256-257. Но переходя на часовой таймфрейм, что здесь могу сказать? Вот в текущих условиях здесь сформирован определенный уровень, который 225,5, 225,6. Если этот уровень не пробивается, если происходит удержание на текущем значении и до 225,6, то вот эта вся ситуация, она приведет к набору позиций и дальнейшему заходу на 231,5. Сейчас вот смотрим, как здесь развивается событие. Если в ближайший час-два здесь будет разворотная формация на часовике, это часовик, то отсюда наиболее вероятный сценарий — это движение на 232. Так, друзья, далее ГМК, вот с ним это самое, как раз я там не в ту сторону сказал по ошибке. Вот, я поправился, тут ничего страшного нет, все ошибаются, главное вовремя ошибки исправить. Вот, здесь, смотрите, ситуация следующая. Вот у него есть уровень 26 тысяч. Вот этот уровень мы сегодня не пробили. Но если внизу уровень локальный 25 600, 25 650, вот если мы сейчас на сегодня удерживаем вот этот уровень, то весьма вероятно, что сегодня в течение дня, либо завтра мы уже тестируем 26 тысяч, и как только его пробиваем, отсюда у нас развивается импульс движения, у которого цель движения сначала 26 500 и потом 27 тысяч. Так, друзья, далее вот меня по ВТБ там активно просили. Но смотрите, по ВТБ у нас сейчас движение идет в рамках консолидации. Нижняя граница 36 547, верхняя граница 38 838. Вот сейчас на текущий момент, мне кажется, по нему решение принимать преждевременно. Потому что для того, чтобы здесь что-то делать, он должен дойти либо вот сюда, либо вот сюда. То есть, да, конечно, здесь можно с более коротким стопом его купить, вот, дожидаясь, когда он пойдет сюда, и поставить стоп где-нибудь на 37 427. Но мне вот такие игры мне не нравятся, потому что здесь промежуточный диапазон. Для того, чтобы принимать решение, с моей точки зрения, нужна какая-то краевая, нужно какое-то краевое значение, вот либо сюда, либо сюда. Поэтому вот ВТБ в текущем значении я бы не трогал, но по нему надо очень внимательно смотреть, когда он придет сюда, или в том случае, если его все-таки резанут и он полетит вниз, как он будет заходить вот сюда, вот в этот диапазон. ВТБ я бы сейчас не трогал. ВТБ это как вишенка на торте, он растет перед тем, как все должно улететь вниз.
Так, друзья, ну и далее Росгидро, дневной таймфрейм. Ну, смотрите, здесь ситуация очень интересная. Вот у него есть очень сильный уровень, это 80 копеек. Вот для него самое главное закрепиться выше этого значения. Вот если он закрепляется и здесь начинает проторговываться и находиться, то уже в самое ближайшее время будет движение на 83,5 и потом на 94. Вот, бумага достаточно уверенно выглядит. Если не будет коррекционного отката с пробитием 78,8, то у нее очень хорошие перспективы в ближайшее время на фоне вот этого агонизирующего роста на хаях показать мощное движение на 94. Вот, ну, как бы многие говорят, что вот там индикатор Баффета там это сам показал. Но смотрите, я думаю, здесь нужно всегда как бы действовать по ситуации. Мир не повторяется, все время реализуются какие-то новые модифицированные ситуации. И поэтому, ну да, там индикатор Баффета, Шмаффета, Баффета. Если есть тренд и он ведет наверх, то я считаю, его нужно использовать. Вот. И, скажем так, если большинство людей носится с идеей о том, что сейчас индикатор Баффета, вот-вот он уже назрел и все обвалится, есть два фактора. Один фактор – это избыточная ликвидность, поскольку предоставляются деньги в той или иной форме. И второй момент – настроение толпы. Если все бегают и кричат: мы на хаях и сейчас будем падать, значит многие открывают шорты. А когда многие открывают шорты, нет более надежного покупателя, чем тот, кто открыл короткую позицию, тем более не покрытую. Этот возьмет по любой цене. Так, друзья, по Росгидро, переходя на часовой таймфрейм, вот смотрите, здесь локально, если анализировать то, что происходит вот прямо сейчас, в течение текущего дня, вопрос в том, будет или не будет удержан уровень 80,5, 80,65. Вот если этот уровень сегодня не пробивается, то мы от текущих значений идем повторно тестить 81,31 и при пробитии уход на ту цель, которую мы сейчас по дневкам, по 4-часовику смотрели. Если здесь таки будет пробитие, то пойдет коррекционный откат, цель которого будет 80 копеек. Вот такое мое видение по основным инструментам. Спасибо за внимание. Удачи в торгах, прибыли, всего наилучшего. Если вам понравилось, подписывайтесь на мой YouTube канал и на мой Telegram канал. Счастливо!